Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Каждый раз, когда я вижу этот момент, таю, так же как и Чангук, от Тэхёна. Такой влюбленный. Девятое место. Что это было? Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вигу вместе переедут в особняк Чангука». Что нам расскажут намеки о совместной жизни Вигу после армии? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Он решил соблазнять его своим языком. Седьмое место. Просто он, его безопасное место. Шестое место. Поведение пары. Естественное желание хотеть быть ближе к нему. Просто очередное напоминание, что по отдельности они не существуют. Пятое место. Вот скажите честно, кто-нибудь когда-нибудь смотрел на вас так же, как Тэхён смотрит на Чангука? Четвертое место. Забота. Все для любимого. Третье место. Новости.
амбассадор Celine в действии. Шапочка и пиджак от его любимого бренда, а джинсы от Джо Эндерсон. Небольшая деталь о джинсах, в которых Тэхён был на фото, опубликованном вчера. Джонатан Андерсон, основатель бренда Джо Эндерсон, открытый гей. Его идентичность оказала значительное влияние на его творческое видение и подход к моде. Он известен тем, что бросает вызов традиционным гендерным нормам в дизайне одежды, часто сочетая маскулинные и феминные элементы таким образом, что это выглядит одновременно художественно и носибельно. Андерсон в интервью говорил, что быть геем дало ему уникальный взгляд на мир в детстве, помогло смотреть на происходящее с определенной дистанцией и любопытством, что теперь находит отражение в его работах. Такие выборы в образе – это не просто мода, а способ выразить себя. Тэхён, как всегда, не просто носит одежду, он рассказывает историю через каждый элемент своего стиля. Ожидайте Чангука совсем скоро. Интервью с режиссером Умом Тэхвой, в котором он упомянул о Тэхёне на кинофестивале в Муджу. Вопрос. Вы знаете, что Ким Тэхён будет демобилизован 10 июня? Ответ. Да, конечно, я об этом знаю. Вопрос. Может быть, вы ему звонили, чтобы поздравить? Ответ. Я отправил ему сообщение. Вопрос. Осталось совсем немного времени. Почему я затрагиваю эту тему? Потому что у музыкального клипа «Love Win Soul» такое огромное количество просмотров. Кажется, их уже сотни тысяч. В комментариях все пишут: «Господин режиссер, пожалуйста, снимите фильм с нашим Тэхёном, когда он завершит службу». Таких комментариев очень много. Так вот, мне любопытно, как человек, который видел его на съемочной площадке, каким он был в плане актерской игры. Например, расскажите о его страсти к актерству. Ответ. Если Тэхён будет не против, я был бы безумно благодарен и с радостью поработал с ним. На съемках у нас была отличная атмосфера. Мы снимали всего 2 дня, а потом он, кажется, уже через 2 дня ушел в армию. Почти сразу после съемок он подстригся и уехал. Он был очень увлечен этим проектом. Тогда я и понял, что у него действительно есть желание заниматься актерством. И это серьезно, я не шучу, было бы здорово, если бы мы смогли поработать вместе в будущем. Вопрос. Есть ли какая-то милая история, связанная с ним? Ответ. Вопрос. Хотя вы работали вместе всего 2 дня, так что, возможно, и не так много времени было. Ответ. В финале клипа, где артисты поют на сцене, был момент, когда они должны были прыгнуть со сцены в толпу, и их должны были пронести на руках. Но поскольку у нас было всего 2 дня, времени катастрофически не хватало, а как режиссеру мне очень хотелось снять эту сцену. Я считал, что это усилило бы эмоциональную развязку. Поэтому я до последнего пытался воплотить это. Но Тэхён меня переубедил. Он сказал: «А как насчет того, чтобы вместо этого мы лучше снимем другую сцену?» Он убедил меня, ведь времени реально не хватало. Если бы мы остались при моей идее, мы могли бы не успеть снять другие сцены. И все, включая актеров массовки, переживали, как нам справиться с этой сценой. Тогда Тэхён сказал массовке: «Ребята, все, эта сцена больше не в наших планах». И я запомнил, как все обрадовались и громко ликовали. Тэхён всегда вносит свои коррективы в процесс съемок. Касается это клипа или любого другого контента, он ныряет в работу с головой и прорабатывает малейшие детали. Как можно спокойно жить, когда есть такой Чангук?
Тизер Тудейс, Арми 613 с Джином и Хасоком. Хасок сказал: в честь 13 июня мы хотели бы устроить что-то особенное и веселое. Например, попробовать нарисовать и придумать стиль, выбрать для Арми дресс-код. Оформление образа – это серьезное дело. Нельзя относиться к этому легкомысленно. Прически я предлагать не буду. Но это будет супер мило, правда? Джин сказал: я хотел бы одеть хобби вот так. А для Арми рекомендую такую штуку. Ее можно повесить на сумку, прикрепить к штанам, можно повесить на пояс. Это ведь реально будет круто. Эй, я выгляжу так, будто вышел из дома перекусить. Что это вообще, Хасок? История девушки, которая встретила Намджуна. Вчера, когда мы с друзьями вышли после съемки в фотобудке, внутрь зашла группа из десятка парней. Среди них один в маске сразу бросился в глаза. Это был лидер группы BTS. О боже, это же был Намджун. Похоже, он пришел сделать фото с младшими, солдатами, перед дембелем. Но оплата не проходила, и видно было, как он растерялся, пытаясь все уладить. Тогда я сказала ему, что все бесплатно, потому что это мероприятие ко дню рождения Чанхёна, Ню-э. Я застенчиво подошла и попросила автограф, и он сразу согласился. Намджун спросил: «Ты фанатка Чанхёна?» А я ответила: «Вы, должно быть, так устали». Потом пошутила: «А точно нормально, что я получаю это от вас?» Он сказал: «Все в порядке. Ты ведь фанатка артиста мирового уровня, не так ли?» Он был очень добрым и таким статным. Речь идет о пятнице, когда Намджун выложил фото в Инстаграм. Позировать на камеру – задача не из легких. Но у Тэхёна с ней особый блат. Она его любит и передает нам образ Мишки всегда в лучшем свете. Акции Hype выросли на 6%. По состоянию на утро этого дня акции агентства торгуются на уровне 300 тысяч вон и более. Это очень большой рост по сравнению с предыдущей неделей. Стоимость акций активно растет, начиная со 2 числа, и сейчас достигли наибольшей цены за последнее время. Участники еще не вышли за ворота своих частей, а уже бьют рекорды. Есть вероятность в скором времени откинуться от взаимодействия Тэйкук на сцене. Вся дорога к военной части Тэхёна просто усыпана баннерами. На них очень теплые пожелания от Арми. Спасибо, что возвращаешься к нам здоровым, Тэхён. Поздравляем с окончанием службы. С окончанием службы я люблю тебя еще сильнее, по сравнению с тем, как сильно ждала. Мы соскучились по тебе. Я просто буду следовать за тобой, Тэхён. Мы сила друг друга. Всю нашу жизнь мы будем для тебя. Даже время ожидания сияло из-за подарков, которые ты нам приготовил. Гордость команды. Ким Тэхён – звезда, которая будет сиять еще ярче завтра по сравнению с сегодняшним днем. Мы всегда будем твоим тылом. Давай больше никогда не будем расставаться. Ты должен бежать, давай идти в спокойном темпе, никогда больше не расставаясь. Давай держать друг друга еще крепче, чтобы никогда не потерять. Каждый день с Тэхёном счастливый. Тэхён, ты рожден, чтобы быть любимым. С сегодняшнего дня ты будешь идти только по дороге любви.
Город засыпает, просыпается мафия. Уже завтра здание Хайп украсит гигантская надпись We are back, чтобы каждый в этом мире знал, короли вернулись. Легенда южнокорейской комедии Пак Мён Су недавно снова упомянул Standing Next to You в своем шоу и станцевал под нее. Ранее Пак Мён Су неоднократно упоминал Standing Next to You в шоу и признавался в своей любви к Чангуку, называя его великим и талантливым артистом, который повышает престиж Кореи. Невозможно насытиться этой великолепной песней. Вечно можно смотреть на три вещи – на огонь, воду и то, как Тэхён своими невозможными руками завязывает шнурки. Близкий друг Чангука, Мингюис Севентин, упомянул Чангука во время трансляции Challenge Thunder с Югёмом. Я уже говорил об этом с ним, а также с Чангуком. Я попрошу его поучаствовать, так как он скоро вернется из армии. Король ТикТока возвращается, как и танцевальные челленджи. Готовимся! Можно брать от жизни все, но мир раскрасит тот, кто любит и любим. Чангук был упомянут в шоу Kbiz Joy 20th Century как знаменитость с многогранным талантом. Они хвалили его за выдающийся вокал, яркую внешность, интеллект и мощные танцевальные навыки, описывая его как идеальную всестороннюю звезду, которой восхищается сегодняшнее поколение, стремящееся к совершенству. Пример для подражания. Вау! Посмотрите, какая невероятно огромная реклама замечена на станции университета Хонды в честь возвращения Тэхёна. Король вернулся. Какой же волшебный Тэхён на этих фото. Словно персонаж из сказки, который случайно спрятался в шкафу, чтобы отдохнуть от шума мира. Каждая деталь, от ткани в его руках до мягкого света, подчеркивает его природную утонченность и магию. Просто Тэхён, который даже в шкафу выглядит как произведение искусства. Фотография спящего – момент близости и нежности, когда любимый человек выглядит наиболее красиво и безмятежно.
Парикмахер Пак Найджу упомянул Чангука в интервью журналу. Последний график был фотосессией с Ашером. Корейские мужчины обычно стригут волосы за 2 дня до призыва, но Чангук внезапно сказал, что хочет подстричься сейчас, потому что его график закончился. Я никогда не думал, что он подстрижется прямо на месте. Мы все еще помним, как плакали вместе парикмахером, когда смотрели сцену стрижки в фильме «I Am Steel». Теперь настало время плакать от радости. Очень важные и неотложные дела серьезного миллиардера. Еще часть проекта сольной фан-базы Тэхёна. Реклама на большом светодиодном экране Samsung Superior. В честь увольнения Тэхёна из армии и 12-й годовщины его дебюта мы запускаем цифровую рекламу на светодиодном экране Samsung Superior в самом центре Канамбу. Расположенное рядом с Коукс и крупными торговыми и деловыми районами, это место с большим трафиком хорошо видно как водителям, так и пешеходам. Ничего необычного, просто Тэхён, играющий с волосами Чангука. Media Sports Donga высоко оценивает актерские и режиссерские способности Тэхёна. Тэхён получил похвалу за яркие эмоциональные переходы и тонкую мимику. Его актерское мастерство, глубина чувств и выразительность, проявленные в клипе, говорят о страсти и амбиции в актерском деле, которые выходят за рамки обычного. Его талант не ограничивается просто одним музыкальным видео. На самом деле, у него уже есть опыт самостоятельной режиссуры клипа на собственную песню «Winter Bear», а зарубежные СМИ называли его настоящим человеком эпохи Возрождения, охватывающим все формы искусства, а не только музыку. А мы все так же с нетерпением ждем, когда Тэхён появится в большом кино на широком экране. Его талант, харизма и глубина чувств заслуживают того, чтобы заиграть новыми красками в полнометражном фильме. Меня так сильно привлекает факт того, что Тэхён всегда мыслит и действует иначе. Это очень горячо. Зеркальные души, которые нашли друг друга в этом огромном мире. Эль Тайван опубликовали пост о Тэхёне в честь его увольнения из армии. В карусели они делятся его захватывающими фотографиями, подчеркивающими его многогранное обаяние, уникальную личность и замечательные качества, которые выделяют его среди других. Красавец-спецназовец Тэхён отсчитывает время до увольнения. Ким Тэхён из BTS продолжает очаровывать своим многогранным обаянием. Храбрый дух лидера солдат Ким. Военный перерыв обычно является стрессовым периодом для мужчин-айдолов, но о Тэхён постоянно говорят с момента его зачисления.
Он рассматривает свою военную службу как личную цель и даже добровольно подал заявку на вступление в очень интенсивный отряд ДЭТ. Таинственная аура наследного принца. Тэхёна излучает прохладную и таинственную атмосферу, его очаровательные глаза подобны черным дырам в галактике. Несмотря на то, что у него благородный образ, он родом из сельской семьи в Тэгу, с умом, полным дикого воображения и озорной ДНК, текущей в его венах. Озорной дух. Группа крови V, AB, что дает ему гибкую черту свободного переключения между рациональностью и эмоциями. Его веселая душа очевидна на повседневных фотографиях, а во время игр или общения в чате он часто демонстрирует уникальные причудливые мысли. Расслабляющее очарование наслаждения ментальным спокойствием. Клубничный бой. Тэхён, кажется, способен построить свой собственный маленький мир, где бы он ни был. Он любит смотреть на небо и однажды сказал своим товарищам по команде: «Когда вы не знаете ответа, посмотрите на небо, а ангелы дадут вам ответ». Романтический гений, создавший iPurple-U. В 2016 году ARMY удивили BTS, накрыв флайтстики фиолетовыми пакетами, превратив место проведения в море фиолетовых огней. А вдохновившись V, объединили корейские слова «фиолетовый» и «я люблю тебя» в новый культовый термин «барахэ». Привлекательное телосложение. Почти 13 лет, с момента дебюта группы, хрупкий мальчишеский образ Тэхёна радикально изменился за последние годы. Его идеальное скульптурное телосложение придает Тэхёну свежий зрелый шарм. Его глубокий, медовый голос невероятно сексуален. Голос Тэхёна очень узнаваем и универсален, а его вокальный стиль завораживает поклонников во время выступлений. Даже его обычный голос с естественным эффектом эха настолько сексуален, что завораживает слушателей. Второе место. Это так интимно. Один из самых сложных периодов жизни Чангука. Да поцелуйтесь вы уже. Первое место. Есть тысячи способов сказать о любви, но каждый из них ты неизменно будешь слышать своим сердцем. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.